двоечки первого расклада привет. И вам досталось, что он думает о тебе, его мысли о тебе. Посмотрим, что реально думает, да, без лапши, без всякой, без придумываний про розовые сопли. Ну, если розовые сопли покажет, я, конечно, скажу, но так, как мужчина бы думал, а не женщина, потому что вы все приписываете мужикам женские мысли. Итак, я думаю, что давайте начнем наш расклад. Итак, двоечки. Первый вопрос, что он сейчас реально о тебе думает, когда ты не рядом. Ну, давай на чистоту. Когда ты не рядом, он думает о тебе, вот как сказать, в очень конкретных категориях. То есть нет никаких розовых соплей, типа «Ах, она такая особенная, я пойду в подушку поплачу». И вот это вот, что вы привыкли придумывать. Нет, он думает практически. Он, знаешь, он сейчас прикидывает, вот реально сидит и прикидывает, что с тобой построить можно. Какой потенциал у вашей пары. Например, там, что ты можешь дать ему, что он тебе может дать. Насколько вы вообще совместимы в плане быта. Понимаешь? Например, там, если он думает, там, вот я носки раскидываю, да, понравится ли ей это? Вот у меня трусы на люстре, понравится ли ей это? Вот примерно вот так. То есть у него мужские мысли, а не женские. Понимаешь? Сможете ли вы тянуть жизнь вместе, а не только гулять по кафешкам и переписываться в бусурманских телефонах? Ты для него ценность. Понимаешь? Но не в смысле приз какой-то, да, а в смысле вот, что он видит в тебе что-то настоящее, стоящее. Понимаешь? Что смысл есть вкладываться в тебя, в отношения. И он на тебя смотрит и думает, вот, это моя будет, она не пустышка. Вот с тобой дело иметь можно. И знаешь что еще? Он уже начал двигаться в твою сторону. Медленно, но я бы сказал, даже незаметно, но он двигается. В его голове запустился вот этот мыслительный процесс. Понимаешь? Не сегодня-завтра придет с признаниями, с цветами, но вряд ли, потому что он не такой, нет. Он, знаешь, тот, кто вот 100 раз отмерит и 1 раз отрежет. Но линейку, вот эту, которую он мерить собрался, он уже достал. И когда он один, он вот вспоминает конкретные моменты с тобой. Не общее впечатление, да, какая ты хорошая, какая ты молодец и прочее, вот это нет. А именно конкретные штуки. Как ты что-то сказала, как ты на него посмотрела, как ты отреагировала на то или иное слово егошне. Повторяюсь, в кураптонском языке слово егошне есть. И вот он анализирует тебя вот через вот такие мелочи. И ему нравится то, что он видит. Ты вот знаешь, как бы прошла вот этот внутренний фильтр. Он людей отсеивает жестко. Знаешь, каких вот несерьезных, пустых, ненадежных. Например, там пообещала, не сделала, и все. А ты через фильтр прошла, ты осталась. И это уже до хрена чего значит. Ну и, конечно, он думает про время. То есть, сколько времени он готов на тебя потратить, сколько сил. И, знаешь, он сам себе отвечает на эти вопросы, и его это самого удивляет. Потому что он обычно вот жадный до своих ресурсов. А тут готов вкладываться, да, ни с того ни с сего. И это для него немножко непривычно, может, даже немного пугает. В облаках он не летает. Сразу говорю, в облаках он не летает, в этих розовых соплях он тоже не летает. Он более практичен. Он план строит.
Пусть пока только в голове, пусть ты об этом не знаешь, но он уже думает, куда это все ведет и что надо сделать, чтобы это, как говорится, заработало. Понимаешь? И ты место занимаешь в его мыслях, знаешь, которое раньше было пустым. И он к этому привыкает постепенно, аккуратно, без вот этих движений резких. Ну, он просто так устроен, понимаешь? Но факт остается фактом. Ты там поселилась, конечно, у него в мыслях. Что в тебе его цепляет и раздражает или пугает? Ну, цепляет одна штука и очень сильно. Ты ему чувство даешь, вот как сказать, давай по-другому скажу. Он один долго был. Факт остается фактом. Не обязательно физически, да, а внутренне один. И он привык так жить, привык сам с собой разбираться, ни от кого не зависеть эмоционально, да, и быть, как говорится, самодостаточным мужиком, который все и сам может. А тут ты, и с тобой он чувствует вот что-то такое новое, чего-то вот, чего давно не было. Это не любовь, это вот, знаешь, вот тепло какое-то, да, желание открыться, рассказать о себе, настоящего себя показать, а не вот эту версию, которую он всем обычно показывает. И это его цепляет. То есть, как бы сказать, вот, ты пробила его защиту. Но не напором, не манипуляциями, просто тем, какая ты есть. Вот зацепила и все. И с тобой он чувствует себя более живым, что ли. И это вот охренеть как ценно для человека, который привык жить, как говорится, в своей ракушке. Но тут начинается то, что его пугает. Ты его уязвимым делаешь, а он этого боится до жопы прям. Реально боится, потому что если он тебя впустит по-настоящему, да, то ты сможешь его ранить. То есть ты получишь доступ к тем местам, куда он, как говорится, никого не пускал. А он же один привык быть. Привык, что ему никто не нужен, а ты эту систему ломаешь. И он не знает, как с этим быть, как с этим справляться, поэтому он иногда отстраняется от тебя. Уходит в себя. Как говорится, ушел в себя, вернусь не скоро. Не скоро. И холодным становится, и у тебя вот иногда мысли, что я такого сделала, да, то, что он вдруг перестал писать и стал каким-то холодным. Это не ты сделала, это он, понимаешь? Это не потому, что ты там что-то не так сказала, что-то не так сделал, нет. Это он пытается восстановить контроль над своими чувствами. Одному побыть там, подумать, в себе разобраться. И ему эти паузы нужны, чтобы вот не утонуть в том, что ты в нем вызываешь. Понимаешь? Это не любовь, еще раз повторяю. Это вот тепло какое-то, что ли. Его раздражает, что он не может тебя игнорировать. Он пробовал, кстати, пробовал, да, не получается. Ты все равно в голове сидишь, и это его из себя выводит. И вот пока он с собой, как сказать, разбирается, ты наблюдаешь мужика, ну, если со стороны, да, взять с твоего взгляда, ты его наблюдаешь, то он холодный, то он пропал, то он опять появился, вот примерно такой ты наблюдаешь. Понимаешь? Ты залезла под кожу у него и сидишь там. И он пытается в этом всем как бы разобраться, что ли. К чему это все приведет в ближайшее время в его голове и чувствах? Ну, знаешь, тут интересно. Он сейчас находится вот в переходном состоянии. Что-то в нем умирает, заканчивается, какой-то старый период. Какая-то вот боль из прошлого, которую он носил вечно. А она не уходит резко, нет. Не будет такого, что он вот проснулся и все, новый человек. Нет, это медленный процесс. Он потихонечку отпускает старое. Раны, как говорится, затягиваются, и не сегодня, не завтра, но процесс идет. И ты этому помогаешь, способствуешь. А так, ну, он будет отдаляться от всех, кроме тебя. Ну, не специально. У него само так получится. Ему, знаешь, ему станет неинтересно тусоваться вот в компаниях. Неинтересно общаться там с кучей людей, и он захочет быть вдвоем. Ну, второй человек, это ты понимаешь, да. Ваши отношения,
Они, знаешь, вот как сказать вот это? Вот у меня в голове вы вдвоем сидите, за ручки держитесь, не целуетесь, ничего такого, не кафе, а вот как не в пустыне, а вот одни, вот как на планете одни. И вот как это сказать-то тебе словами? То есть ваши отношения, они пойдут в такой режим уединения. Но это не изоляция какая-то нездоровая, нет, просто ему хватать будет тебя. Он не хочет делить там вас двоих с другими. Не хочет вот этих там праздников шумных, да, возьмем там Новый год, да, не хочет общих друзей, тусовок. Ему вот нужно, чтобы вы были вдвоем и тихий вечер, да, и разговоры там до ночи или там киношку посмотреть. То есть, вот как это сказать там? Вот как бы близость без свидетелей. Вот я не знаю, как по-другому сказать. То есть он, знаешь, он все меньше и меньше будет в мир выходить и все больше, больше погружаться в вас. Понимаешь? И тебе надо понимать, что это не потому, что он там социофоб какой-нибудь, интроверт. Нет, это потому, что ты для него становишься важнее вот этого шума внешнего, я бы сказал. Понимаешь? В его голове сейчас уборка генеральная. Он лишнее выкидывает, там людей, которые место занимали просто так, да, привычки, которым мешают, установки, которые уже, ну, не работают. Это освобождает место для пространства для тебя. Я вот не знаю, как это объяснить. Давай вот так, я тебе объясню, что я вижу, а ты сама поймешь. Вот его голова, это представь, забитый гараж, подвал забитый. И там всякий мусор, бывший, хренывший, работа, там машину починить надо. Вот и этот гараж, говорю, этот подвал, он засыпан всяким хламом. Но это все-таки его голова, да, а не унитаз. И ему, чтобы тебя туда поместить, нужно сделать все красиво, потому что ты же не зайдешь, да, где вот этот вот весь хлам. Вот, я вот про это говорю. И я это не знаю, как тебе это рассказать. Ну, я тебе сказал, что я вижу. То есть нужно освободить вот это пространство для тебя. И это будет нарастать. В ближайшие недели ты заметишь, что он там внимательней к тебе стал. Еще ближе, еще там откровений. Потому что внутри потихонечку вот этот вот подвал будет расчищаться, понимаешь? И ты потихонечку, ты вот знаешь, как примерно, не квартиру берем, да, а вот этот подвал. Например, он убрал там старый хлам, там вот одно, а туда ты поставила свою зубную щетку. Он убрал другое, а ты туда поставила там свою вонючку какую-нибудь, да, ну я про, как называется-то эти, не диффузор, ну, вонючку, в общем, какую-нибудь поставил свою. И вот так вот потихонечку, потихонечку у него место расчищается, и ты место пустое, которое опустошается, занимаешь. Понимаешь? Но сразу говорю, он не побежит к тебе с признаниями, это не его стиль. Он просто будет вот все чаще тебя выбирать. Там от встречи с друзьями отказываться, чтобы с тобой время провести, там планы менять, чтобы с тобой также время провести. И просто в какой-то момент ты поймешь, что стало центром его подвала. Ну, его мира, давай скажем, да, а то как-то некрасиво. То есть все будет тихо, без драмы, но очень прочно. Понимаешь, потому что хлам полностью он выкинет. Подписывайся на канал, жмякай на колокольчик и помни, я с тобой рядом.